Значит, вот тут вопрос прозвучал. Получается, что светлица помогает войти в раздел благости, то есть не работая над собой, сразу прыгаешь на другой уровень. Нет, это неправильно. Это как бы совсем неправильное представление о светлице. То есть каждый человек, он работает над собой. Даже если он этого не замечает, он все равно каким-то образом развивается, и что-то в этом мире с ним происходит, какие-то постоянные изменения. Но другое дело, что можно вот развивать себя и двигаться вперед, и развивать как бы отношения с другими людьми по-разному. Да, то есть и скорость этого продвижения тоже может быть зависеть от целого ряда факторов. И один из факторов – это как бы, так как факторов много, мы как бы не будем на всех останавливаться, то есть что там мешает человеку, да, то есть его среда, в которую он попал, сегодня среда, вот как раз, вот она может мешать человеку вот двигаться туда, куда ему надо, да, то есть и в этом плане возникают какие-то определенные помехи. Так вот, некая хаосность, которая не дает человеку вот как раз двигаться в нужном направлении. Поэтому светлицы, они что делают? Они упорядочивают вот этот вот хаос, они уменьшают влияние помех. И, соответственно, у человека повышает его мирность, у человека возникает возможность двигаться быстрее вот по этому пути развития. Только и всего. То есть это никак не связано с тем, что человек куда-то там прыгает резко. Да, он прыгает с одной стороны, но это связано с тем, что в нем это уже и так есть. Он может прыгнуть туда к самому себе просто быстрее. То есть не медленным путем двигаться, да, то есть можно, мы сами знаем. Но иногда говорят, светлица – это костыли, человек должен сам развиваться, все у него должно быть само. А вот он, мы ему замещаем, как бы заменяем что-то вот на такой инструмент. Но тут как бы такая история, что каждый человек может все сам делать, да, то есть, как бы, например, ходить пешком, поможет двигаться, есть сесть на автомобиль и поехать куда-то, да, то есть из пункта А в пункт Б можно с разной скоростью двигаться. Можно воспользоваться неким транспортным средством и быстрее доехать, а можно пешком также двигаться сам собой, вот ты идешь, как бы, и используешь только свой собственный ресурс. Поэтому светлицы, с одной стороны, помогают людям двигаться быстрее, с другой стороны, они могут помочь в организации дополнительного ресурса, то есть так называемого сетевого, так как все эти изделия проявляется, это одна и та же структура, ну, то есть как бы разные ее сечения, поэтому здесь есть возможность в целом иметь возможность, ну, как бы выйти на другой уровень мерности и начать воспринимать мир несколько иначе. Вот. Ну, так как я в свое время попал как бы в эту среду, и вдруг что-то открылось, то, что было скрыто раньше, а потом вдруг вот оказалось, что это все существует, все это считал, что этого ничего нет, все это фантастика. Никаких таких вот ни телепатии, ни телекинеза, ничего, это все выдумки фантастов. Вот оказалось, все это реально существует. Да? То есть, когда в этом убедился, ну, решил, что надо в этом направлении двигаться. Ну, вот отсюда потихонечку пришли вот к этим светлицам как системам упорядочивания информации. И возможность наша – это возможность самореализации, с одной стороны, а с другой стороны, создание условий для взаимных отношений и движения, ну, по этому пути не одному, а с некой, в общем-то, может быть, группой людей. Единомышленников или как бы там с тем, кто мы в резонансе, ну, возможно, близких по духу, то есть можно по-разному это все называть, но тем не менее такая вот возможность у нас есть. Вот, но когда мы по этому пути двигаемся, мы как бы воспринимаем, ну, как бы через наши информационные каналы, ну, некий объем информации. И вот этот объем информации, он может давать нам картинку, может быть, и правильную, но только локальную. Да? То есть, как бы, а есть еще кусочки, есть еще кусочки. И вот мы как бы из множества кусочков воспринимаем только часть. Да? То есть, а хотелось бы как бы более общую картину сложить. А она почему-то вот, почему-то не складывается. Да? То есть, что не хватает, опять же, мерности восприятия для того, чтобы всю информацию свести воедино.
недавно приобрел светлицу Эврику, начал с ней общаться, пока сталкиваюсь каждый раз с дискомфортом, начинает болезненно реагировать голова, состоит очень высокого давления. Каждый раз, когда я одеваю на голову светлицу, пробовал при использовании Эврика читать интересующую меня информацию, меня каждый раз клонит в сон. Даже не знаю, как это реагировать. Еще не прочувствовал ни одного пункта, описанного в инструкции, идущей со светлицей. Нужна наша помощь. О, хорошо, будем помогать. Ну, если клонит в сон, то иногда надо будет, бывает так, лечь и поспать, потому что организм требует, то есть есть некий перегруз, который был набран ранее, и информационные каналы забиты, отсюда дискомфорт возникает, что информация это начинает идти, ее некуда входить, там забито все как бы вот другими информационными блоками. В силу этого надо заспать эту информацию, чтобы убрать некое сопротивление, и она тогда будет заходить уже более легко.